Телеведущая Виктория Боня в своем инстаграме опубликовала 18-минутное видео, которое за считанные часы набрало более 10 миллионов просмотров и продолжает набирать. На момент записи этого выпуска их уже 16 миллионов. Мы не сменили тематику канала и не открыли раздел светской хроники. Опубликованное видео – это обращение к Владимиру Путину. Поговорим сегодня о его содержании. Обсудим и сам формат обращения к президенту, а также то, как в 2026 году политизируются те слои общества, которые раньше были максимально далеки от политики. Прежде чем начнем, напомню, под видео в описании есть ссылка, где мы собрали способы по обходу российских блокировок, в том числе и бесплатные. Посмотрите там. Ну, начнем. Я хочу записать обращение к президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Жанр публичных видеообращений к Путину существует уже давно, но после 2022 года приобрел особое значение во внутрироссийской общественной жизни. Причина простая. Подобные видео – это то немногое, что в принципе осталось от общественной жизни в России. Зачастую индивидуальные и коллективные обращения к президенту, снятые на смартфон, попросту единственный способ придать широкой огласке вопиющую несправедливость, при этом оставшись в безопасности. Ролики, адресованные Путину, тысячами пишут российские военнослужащие, например, если им отказывают в лечении. Еще больше таких видео записывают родственники военных. Именно видеообращения стали для нас главным источником информации о массовом лишении прав на собственные квартиры у жителей Мариуполя и других захваченных городов. Далеко не все обращения к Путину связаны с войной. Круг затрагиваемых вопросов очень широк. Снимают обращения и фермеры в селах Новосибирской области, и научные сотрудники Новосибирского же академгородка. Люди эти не наивны. Они понимают, как работает система, и играют по ее правилам. Граждане прекрасно знают, что им может прилететь за высказывания, которые официозу неудобны и портят картину всеобщего благоденствия. Но если молчать невозможно, значит высказывание необходимо правильно упаковать, придать им официальный статус. Ведь обращения, направленные в государственные органы, вроде как не запрещены. А значит, если какая-то крамола оформлена как обращение к президенту, то она как бы легитимизируется. Авторы подобных обращений так или иначе дают понять, что они никоим образом не покушаются на верховную власть и все еще признают Путина президентом России. Собственно, потому к нему и обращаются, как к главе государства. Часто в начале таких видео звучит длинная преамбула, в которой спикеры декларируют свою лояльность, и только потом они переходят к сути вопроса. Заодно они так превентивно защищаются от репрессивных органов. Люди как бы говорят: тут, мол, вопрос между нами и президентом, а вы, товарищ майор, не лезьте в наши с Путиным дела. И в первые секунды ролика Виктория Боня соблюла самые минимальные законы этого жанра. Проговорила, что публикует обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Произнося эту словесную конструкцию, автор публично соглашается с тем фактом, что Путин все еще президент и все еще Владимир Владимирович, а не даже просто Владимир. Я уж не говорю, что похуже. Но уже с 15-й секунды телеведущая шаблон ломает. Вместо декларации о лояльности звучит следующее. Владимир Владимирович, вас боятся. Народ вас боится. Блогеры вас боятся. Артисты боятся. Губернаторы вас боятся. А вы президент нашей страны. А мне кажется, мы не должны бояться. Я не боюсь. Если челобитное начинается со слов «я вас не боюсь», то это уже не челобитное, а гражданское высказывание получается. Да еще и констатация того, что лояльность Путину базируется на страхе. А это ломает образ отца нации, которого граждане уважают и любят. Я считаю, что вот между вами и между нами, обычным народом, огромная толстая стена. Однако в длинном видео еще не раз зазвучат и верноподданнические фразы. Обращение Бони очень неровное. Оно буквально состоит из двух взаимопротивоположных позиций. Первая позиция – это классическая «царь хороший, бояре плохие». Дескать, между президентом и верным его народом встали недобросовестные чиновники и депутаты. Нужно, мол, убрать эту прослойку вредителей и создать способ прямой коммуникации между Путиным и россиянами. Новую интернет-платформу, например, которая оперативно доносила бы до президента нужды и чаяния миллионов граждан. А вот вторая позиция по отношению к Путину обвинительная. Боня говорит, что Владимир Путин создал систему страха и подавления.
Он проводит политику против интересов россиян и не живет жизнью своей страны, обитая в каком-то отдельном мире. Сейчас на примере Бони обсудим, как эти две позиции могут вообще-то сосуществовать и часто сосуществуют рядом. Но сначала реклама. Посмотрите, пожалуйста. Роскомнадзор поздравил Рунет с днем рождения в заблокированном им Телеграме и сделал карточки о том, как поддерживать цифровую безопасность. Правда, чтобы прочитать, что он там написал, нужно завести себе VPN. Причем желательно платный, чтобы картинки грузились. Подойдет, например, Дурев VPN. Он сейчас дает 3 дня бесплатного доступа, чтобы вы могли убедиться, что это сервис надежный, который действительно обходит белые списки и маскирует трафик так, что провайдеры не видят использования VPN. Благодаря этому звонки в мессенджерах проходят даже на парковке. Соединение остается стабильным, а файлы и фото в Telegram грузятся отлично. Устанавливается Дурев VPN буквально за пару минут. К одному аккаунту можно подключить множество устройств, смартфоны всех родственников, их ноутбуки и телевизор в придачу. Попробуйте Дурев VPN по ссылке в описании, чтобы не зависеть от ограничений и не терять доступ к привычным сервисам. А если используете промокод 25CATS при оформлении подписки, то получите скидку в 25%. Подключить можно как в Телеграме, так и на официальном сайте. Ссылку на него вы также найдете под этим роликом. Продолжаем. Мы говорили о том, что обращение Виктории Бони состоит из таких взаимопротивоположных позиций. Есть даже интересный момент, когда фраза начинается с первой позиции, с разговора про дурных бояр, окруживших честного президента, но продолжается иначе, как угроза, что люди перестанут бояться. А затем звучит прямая речь в адрес Путина. Вы нас лишили соцсетей. Вот, посмотрите. Вся вот эта вот шушера, которая сегодня делает так, что она вредит нашей стране, нашему народу, я считаю, что должна быть пересмотрена и наказана. А знаете, чем это чревато? Я вам скажу. Тем, что люди устанут бояться, их вот так вот сжимают в пружину, и в один день эта пружина просто выстрелит. Вот. А соцсети, которых вы нас лишили, сегодня также помогают очень многим россиянам общаться со своими родственниками, которые не живут в России. О чем вообще обращение Бони? Это явный экспромт сразу на множество тем. Наводнение в Дагестане, новое нефтяное пятно в Анапе, отстрел краснокнижных животных, забой домашнего скота в Сибири, показательный суд над многодетной парой видеоблогеров Чекалиных. Отцу по экономической статье дали 7 лет колонии, а мать 4 детей, по словам Бони, долго не отпускали из-под домашнего ареста к врачам, из-за чего у нее развилась терминальная стадия онкологического заболевания. Одной из центральных тем стали блокировки Телеграма и Инстаграма, которые, среди прочего, приводят к массовому закрытию малого бизнеса. Сейчас будет фрагмент чуть больше минуты, но он тоже отражает противоречивый настрой обращения. Начинается он со слов о том, что президента России дезинформируют, а продолжается как обвинительная речь, даже по интонации. Посмотрите. А сейчас вам доносят информацию, что там какие-то мигранты что-то сделали. Никаких мигрантов там ничего не делало. Вам неправильно доносят информацию. Вас боятся. А я вам расскажу, как есть. Так как соцсети сейчас понесли очень сильные изменения в законе, да, нам закрыли Инстаграм. А что такое Инстаграм? Давайте я вам объясню. Вы живете в другом немножко измерении, а мы живем в другом измерении. Инстаграм – это возможность людей видеть, коммуницировать, покупать у них что-то. А именно, расскажу. Вот, допустим, у меня свой малый бизнес какой-нибудь. Допустим, я открыла там кафетерию какую-то, да, кафешечку на свои деньги. Или, допустим, я умею шить хорошо. Или, допустим, я не знаю, руками что-то делаю. Может быть, я пеку, стряпаю хорошо. И вот люди приходят, в Инстаграме попалась картинка, и кто-то думает: о, я хочу вот в это кафе пойти. Пойду схожу, там вот вроде как вкусно все выглядит. О, а вот здесь вот красивое платье девочка шьет. Или там курточку, куплю себе у нее. Мы так поддерживаем друг друга. У нас таким образом внутри страны есть возможность друг друга, держаться друг за друга, не утонуть. А сейчас мы начинаем тонуть. 18-минутный ролик Виктории Бони настолько противоречив, что его можно нарезать, получив аж 2 разных высказывания. Смелое антипутинское и подобострастное пропутинское.
И это важная характеристика видео, одна из причин, почему мы, собственно, решили его так подробно обсудить. Виктория Боня – герой для нашего канала нетипичный. Она не активист, не общественный деятель, не политик, не журналист. Это автор развлекательного контента и бизнесвумен, которая продает одежду, аксессуары и косметику. А еще продает миллионам россиян образ жизни. В довоенные годы ядерную аудиторию Бони можно было назвать основой авторитарной путинской системы. Это не те, кто активно поддерживает Путина. Это те, кто жил, работал, отдыхал, активно потреблял товары и услуги, не обращая никакого внимания на сам факт существования Владимира Путина. Президент уже тогда словно обитал на другой планете, но это многих людей устраивало, ведь Путин не лез в их частную жизнь. Между путинской властью и новым обществом потребления было что-то вроде пакта о взаимном ненападении. Нарушения, конечно, случались, но не критичные. А вот за последние 4 года по этому неписанному договору было нанесено 3 сокрушительных удара. Это начало войны, мобилизация и разгром российского интернета. Причем 3-й путинский удар затронул сразу всех. Если человек в силу пола или возраста не является военнообязанным, если у него среди родственников нет тех, кто входит в группу риска, то первый удар он мог пережить и просто абстрагироваться. Второй удар, мобилизацию в сентябре 22-го, мог даже не заметить. Но теперь, в 26-м, власть сумела заколебать даже самых аполитичных и конформных граждан. В прямом смысле слова, миллионы россиян, которые недавно были опорой режима, стали колебаться. Запрещаю, запрещаем, 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 запрещаем и запрещаем. Такое ощущение, что мы уже не в свободной стране живем, а в какой-то запрещенной стране. Ролик Виктории Бони за один день в заблокированном Инстаграме посмотрел каждый 9-й россиянин. И это отличный пример колебаний. Автор вместе со зрителями открывают для себя сущность, которую раньше не замечали. Называется она Владимир Путин. Они еще не определились, как с этим зверем взаимодействовать. То ли попытаться его умилостивить, то ли наоборот продемонстрировать гнев и шугануть. Боня в рамках этого ролика делает и то, и другое несколько раз. При этом рефреном к ее видео могла стать строчка из старой песни Семена Слепакова. «Путин страшный, очень страшный». Мы посчитали. В обращении Бони глагол «бояться» и его производные использованы 11 раз. И ее видео не только про колебания, но и про преодоление страха, которое не происходит по щелчку. Борющийся со страхом человек может много раз сделать шаг вперед, шаг назад. Обращение Бони как раз пример такой борьбы. Даже подконтрольный властям ВЦИОМ сообщает, с января этого года рейтинг одобрения Путина снизился почти на 8 процентных пунктов. И теперь менее 68% по их данным составляет. Да, его рейтинг по этим данным ВЦИОМ все еще очень высок. Но мы тут имеем дело с опросами военного времени. Поэтому стоит смотреть не на абсолютные числа, а на динамику. Динамика же для системы прескверная. У ВЦИОМа есть несколько способов замерить показатели одобрения и доверия, и даже при их манипулятивных методиках эти показатели падают как у Путина лично, так и у партии «Единая Россия», которой через 5 месяцев идти на федеральные выборы. К слову, в отличие от Путина, ядро ругать не боится примерно никто, и в его адрес Боня высказывается без колебаний и политесов. Так вот этот боязнь, вот этот страх, он приводит, знаете, к чему? Что люди в какой-то момент, они просто уже не могут бояться. И, к сожалению, это приводит к не очень хорошим последствиям. И вот просто вот все те, кого я назвала, вот эти губернаторы, вот эти чиновники. Кстати, у вас там в «Единой России» есть такой Милонов, омерзительный персонаж, который представляет «Единую Россию» партию, оскорбляющий женщин. Просто в каждом почти каком-то своем высказывании у него каждая женщина, мать, россиянка, это проститутка, это эскортница, и этот человек говорит эти слова в медиапространстве. То есть там, где наши дети иногда могут увидеть или услышать и подумать, вот так можно, оказывается, разговаривать с девушками, с женщинами. Во время всякой предвыборной кампании перед политическими акторами встает важнейшая задача – привлечь на свою сторону сомневающихся и колеблющихся граждан. И вот сейчас, в избирательный год, российские власти сами же радикально увеличивают число сомневающихся и колеблющихся. Сами готовят почву для возможного протестного голосования. Люди, которых вывели из себя бесцеремонным вмешательством в их жизнь,
начинают интересоваться не только интернет-блокировками. Боня высказалась сразу на несколько разных тем. Еще больший круг вопросов затронули комментаторы под ее видео. А комментариев там на момент записи уже более 50 тысяч. Среди написавших есть и крупные инфлюенсеры, которые тоже раньше не ассоциировались с политикой. Например, телеведущая Айза Далматова с 4 миллионами подписчиков. Отметился даже официальный аккаунт «Вкусно и точка». В этом комментарии речь идет про помощь жителям Дагестана. Люди без приказов, без указаний и без бюджетов собрали больше полумиллиарда рублей просто потому, что не смогли пройти мимо чужой беды. В той самой запрещенной сети, которую годами пытаются представить чем-то опасным. И параллельно с этим десятки миллиардов уходят на то, чтобы эту и другие сети блокировать, ограничивать, душить, называть неугодными. Получается странная картина. Там, где государство видит угрозу, люди видят возможность помочь. Там, где тратят миллиарды на запреты, люди собирают сотни миллионов на спасение. В комментариях много упоминаний другой популярной телеведущей Екатерины Гордон. У нее недавно вышло 12-минутное видео почти на 3 миллиона просмотров, которое начинается так. Всем привет, это Катя Гордон. Негламурные, опасные разговоры. Только что мне написала моя подруга Залина. Говорит: Кать, слушай, я переживаю за твои последние видео, к тебе придут. Есть ли у тебя кто-то, кто тебя прикроет, как, например, этот кто-то есть у Ксюши Собчак. Такие ассоциации у людей. И я подумала, что вот дожили мы с вами до того дня, когда выражать здравые мысли становится якобы опасным. В нас включается какая-то самоцензура. Причем что говорит Катя Гордон? Катя говорит то, что большинство из вас думает. Мы хотим иметь свободу доступа к ресурсам в интернете. Мы не хотим никакого закрытого интернета. Мы хотим получать информацию, делиться информацией. Мы взрослые люди. Если у нас есть право как минимум голосовать, то, наверное, у нас с вами в рамках и так существующего законодательства есть право заходить на тот или иной сайт, публиковать информацию о себе, рекламировать собственный бизнес. Но нет, у нас есть люди, которые за нас решают. Далее Екатерина Гордон наносит прям двойной удар. Фактически призывает граждан пойти и проголосовать против «Единой России». И прямым текстом обращается к элитам, напоминая, что в нынешней системе они в любой момент могут пойти на корм, если систему не поменять. А заодно поднимает широкий круг вопросов от массового убийства коров до идиотских ограничений на образование и сдачу международных экзаменов. Кстати, в ролике этом тоже красной нитью проходит тема борьбы со страхом. Гордон делает реверансы Путину, мол, он сильный политик, которого уважают во всем мире, и, наверное, он не тот человек, который будет мстить женщине, матери 3 детей. И хорошо видно, что в таких реверансах заключена попытка обезопасить себя и родных. Но вместе с тем автор много раз повторяет фразу «я не хочу бояться». Повторяет, по всей видимости, самой же себе «мне не страшно». А еще произносит такие слова: «Меня не заставить быть охранником в Освенциме». Но я не хочу быть рабом, я не хочу быть уродом, я не хочу быть одним из этих трусливых думцев, которые просто жмут... А вы видели это видео, когда Володин спрашивает: так, а кто проголосовал против? И там какой-то такой робкий голос: нет, это технический сбой. Я хочу быть техническим сбоем тогда, ребят. В словах таких спикеров, как Боня и Гордон, нет точного совпадения с высказываниями российской либеральной оппозиции. Но есть главное – обретение политической субъектности и собственного голоса. Пример Дмитрия Нагиева, которого в России отменили после всего одной реплики, должен был устрашить остальных. И устрашает. Тем более ужасают показательные репрессии, когда людей сажают за слова. Но страх этот, оказывается, можно преодолеть. И люди, которым есть что терять, публично демонстрируют, как они страх этот преодолевают. Не сразу, постепенно, с оговорками, но делают это. Миллионы подписчиков смотрят, сотни тысяч пишут отклики. Многие из зрителей сами договаривают в комментариях то, что не договорили спикеры в своих видео. И вот там уже нет колебаний и политесов. Дескать, Путин чего-то не знает и был введен в заблуждение. Если инфлюенсер делает 2 шага вперед, 1 назад, то как минимум часть их подписчиков делают просто 2 шага вперед.
Справедливости ради, в биографии Екатерины Гордон есть опыт общественной и даже оппозиционной деятельности. В далеком 2010-м она даже написала песню и сделала клип про митинги на Триумфальной площади в Москве, которые проходили каждое 31 число. Но вот Виктория Боня до последнего момента меньше всего ассоциировалась с российской общественно-политической жизнью. Как и те блогеры-миллионники, которые поддержали ее в Инстаграме. Казалось бы, они все про гламур, а не про политику. Однако ж. Политизация таких лидеров мнений, даже если в какие-то моменты она кому-то может показаться неуклюжей или наивной, это важнейшее явление. Сравнить его можно с тем, что пришла в движение тектоническая плита. И происходит такое движение очень своевременно. Скоро как раз голосование в Госдуму. Нас может огорчать, что люди с огромной аудиторией пока что отделяют плохую Единую Россию от хорошего Владимира Путина. Но огорчаться не стоит. Здесь важен сам факт вовлечения новых аудиторий в разговор о судьбе страны. А необходимые логические ходы люди сделают, пускай, может, и не за один день. Кроме того, осенью этого года выборы будут не президентские, а парламентские. Если избиратель, сохраняя остаточные иллюзии насчет доброго царя, пойдет голосовать против плохих бояр, его бюллетень хуже от этого не станет. И вне зависимости от того, как и что потом насчитает ЦИК, десятки миллионов россиян могут таких бюллетеней накидать, что мама не горюй. Что просто всем станет очевидно, что за ядро никто не голосовал. А Путин к нему довольно надежно прикреплен, так-то просто и не открепишь. Недавно мы стали свидетелями того, как в Венгрии на парламентских выборах свалили премьера, который правил 16 лет. У нас республика, конечно, не парламентская, а президентская. Глава государства на думских выборах не меняется. Но попытаться хотя бы выбить из-под Путина Единую Россию российский избиратель может, если захочет. И пока что число желающих только растет, в том числе далеко за пределами аудитории моего канала и других оппозиционных медиа. Приветствуем! До завтра!